Друзья, привет всем, кто изучает русский язык с канала Brustories. С вами снова Андрей с новым рассказом. Итак, поехали. У меня есть друг, и он снимается в кино. Ну, как снимается? Он актер массовки. Массовка – это такая большая группа людей, которые ходят туда-сюда перед камерой и создают ощущение толпы. Но в кино все серьезно. Их, например, специально одевают и гримируют. И даже платят за их хождение какие-то деньги. Мой друг влюблен в кинематограф. Он верит, что рано или поздно его талант заметят. И вот тогда уж его пригласят на настоящую серьезную роль второго плана. А может быть, даже доверят сказать пару реплик. Однажды друг пригласил меня поехать вместе с ним. В назначенный день, рано утром, мы приехали на площадку. Съемочная смена длится 12 часов, или пока не устанет режиссер. Мы походили мимо вагончиков на колесах, потом забрели в какую-то палатку. Там две женщины пили чай. Друг говорит: «Привет, девчонки, вот привел вам нового Тома Круза». Одна из женщин отвечает: «А, так ты в массовке хочешь сняться? Это запросто. Сегодня как раз нужно много людей». А вторая подняла голову и задумчиво посмотрела на меня. «А зачем ему массовка? Молодой, сильный мужчина. Ты прыгать умеешь?» «Конечно, умеет», – торопливо соврал мой друг. «Вот и замечательно. Будешь сегодня прыгать из вагона. Галя, запиши его в каскадеры. Режиссеру нужен мужчина, прыгающий с поезда». Я немного вспотел, но постарался виду не показать. «А там высоко?» «Да нет, что ты, подножка вагона». Я выдохнул и приободрился. Ну, это пустяки. Поезд подъезжает к станции, ты на ходу выпрыгиваешь. Ничего сложного, не самолет ведь. Галя, отведи его на костюм». Мы пошли на костюм. В другой палатке огромными рядами стояли вешалки с плащами и пиджаками разных цветов и размеров. «Так, Зина, одевай. Приехал мужчина, прыгающий с поезда», — весело сообщила моя провожатая. Костюмер профессионально меня осмотрела. «Каскадер?» Я невнятно промычал, не совсем. Через 20 минут я стоял уже одетый. «Иди на грим», — сказали мне. И я пошел на грим. «Это кто?» «Мужчина, прыгающий с поезда», — сказала за меня моя новая подруга Галя. «А, каскадер?» «Почти». Потихоньку я начал привыкать. «Отлично, отлично. Кровью облить?» «Нет, кровь не нужна. Если неудачно прыгнет, своей будет достаточно». Меня тщательно покрасили разными красками, имитирующими грязь, даже за ушами. Еще через 15 минут я
одетый и загримированный, пошел осматривать свой вагон. Скоро к платформе начали подходить участники массовки. Человек с мегафоном в руке пытался собрать их в кучу. Я двинулся к нему, но он остановил меня. «Это вы, мужчина, прыгающий с поезда?» «Да». «Вам туда не надо. Это массовка, а у вас все отдельно будет». Меня опять посадили в вагон и сказали ждать. Сначала мы стояли. Потом раздалось долгожданное «мотор», начали. Несколько часов мы катались на поезде взад и вперед. Похоже, про меня все забыли. «Подождите, а мне когда прыгать?» Схватил я пробегающего мимо человека с мегафоном. Потом», — сказал он и убежал. Ну что ж, значит, ждем дальше. Герои говорили свои диалоги, а я сидел в пустом купе, как на иголках. А вдруг я испугаюсь перед самым прыжком? А вдруг у меня затечет нога? А вдруг я зацеплюсь ногой за ступеньку? Наконец, спустя долгие часы ожиданий и дублей, режиссер радостно закричал: «На сегодня последний дубль. Прошу всех быть внимательными и ничего не испортить». Уже знакомый мне человек с мегафоном посмотрел в свои бумаги и сказал: «Так тут у нас еще мужчина, прыгающий с поезда». Режиссер задумчиво сказал: «Да, а где он?» Я быстро подошел. Он посмотрел на меня и сказал: «Значит так, паровоз даст гудок, после этого прыгай». И все, и все. Я вернулся в свой пустой вагон. Куда прыгать? Когда прыгать? Как? С какой ноги? С какой скоростью будет ехать этот поезд? Вопросов было больше, чем ответов. И я снова начал волноваться. Поезд отъехал от платформы назад метров на 50. Остановился и начал возвращаться на станцию, набирая скорость. Вдруг раздался гудок паровоза. К своему ужасу я понял, что все еще сижу в купе, вместо того, чтобы стоять у двери и быть готовым прыгнуть по сигналу. Я сорвался с места и побежал к выходу. «Опоздал, думал я. Я ругал себя за то, что все испортил, и совсем забыл про свой страх. Подбежав к открытой двери, я сильно оттолкнулся ногой и прыгнул. Все прошло удачно. Сцена с поездом получилась очень хорошо. Этот фильм уже вышел на экраны и даже стал популярным в России. Только вот меня вы там не увидите. А все из-за того, что я торопился и нервничал, и в спешке выпрыгнул не в правую дверь, а в левую. Прыжка моего каскадерского никто не заметил. Но мною все равно все были довольны. И мой первый актерский гонорар заплатили без вопросов. Друзья, вот такая захватывающая история. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели этот выпуск.
Учите русский язык с каналом Русториес. Огромной вам удачи и пока!